Всем привет! С вами IG Daily. И сегодня мы поговорим с вами об очень интересной теме, а именно о негласных правилах немцев. Именно о тех, которые помогут вам адаптироваться в Германии, а также о тех пунктах, которые сразу выдают иностранцам. А если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста, на наше видео, ставьте лайки и колокольчик. Спасибо. Итак, самый первый пункт – спонтанность в Германии не приветствуется. Здесь вряд ли кто-то к вам придет вечером в гости без спроса или не запланировав эту встречу, хотя бы за неделю или за две. Любые дни рождения, любые прогулки совместные всегда планируются и обговариваются заранее. И даже по телефону, скорее всего, вам просто так поболтать никто не позвонит. Все звонят только по делу. И насчет телефона сразу следующий пункт. В общественных местах никто не разговаривает по телефону, особенно по громкой связи. Все уважают тишину и взаимную приватную сферу. Здесь не будут ходить в магазине по городу, разговаривать особенно по громкой связи или по фейстайму, просто так, без цели, болтовня или какие-то сплетни. Вы этого никогда не увидите у немцев. На вас, скорее всего, они даже посмотрят немного неодобрительно и сразу будут знать, что вы иностранец. Да, что вы сразу иностранец. И когда мы приехали, мы сразу обратили на это внимание, что здесь по телефону практически никто не разговаривает, невероятно редко. И если звонят, просто да, это считается как приватная сфера, это личные дела, и их не стоит выносить на всеобщее слушание. И, конечно же, никто не будет разговаривать в поезде, либо в автобусе, либо еще где-либо. Все пишут сообщения, и это, я считаю, правильно. Конечно, они могут позвонить, разговаривать по телефону, но исключительно по делу. То есть это буквально пару минут, чтобы договориться о чем-то, выяснить какой-нибудь вопрос, и все на этом. Никто не будет, как я сказала, уже обсуждать какие-то сплетни, личные дела по полчаса в общественном месте. Да. Также, что касается общественных мест. Когда мы только приехали в Германию, гуляли в центре города, я заметила, почему так тихо, почему тут не бегают, не орут дети, почему молодежь там где-то не веселится, не слышны какие-то крики, звонкий смех. Здесь этого нет. Даже просто так немцы ведут себя достаточно тихо, да? На детских площадках, конечно, детский смех и крик да. есть, но в целом, да, они сдержанно себя ведут. И даже гуляя где-нибудь в центре на площади, ты никогда не услышишь, что мама будет через всю площадь звать своего ребенка по имени, иди сюда, беги сюда, и уж тем более вы не услышите здесь никакого мата, никаких ругательств, особенно громких. Это очень приятно, на самом деле. Вениамин, домой, кушать! Я до сих пор помню, как у нас во дворе было, телефонов не было, все орут там, думаю, там Вася, Петя, домой, давай. Да, такое было. Следующий пункт про сортировку мусора. Мы никак не могли упустить этот пункт, потому что сортировка мусора у немцев действительно просто прописана в коре головного мозга уже. Это не просто обязательство, это их привычка. Вы не найдете ни одного немца, который не будет сортировать мусор, который не будет обратно сдавать бутылки, который не будет в правильный бак сортировать бумагу либо пластик. Это просто обязательство, это правила, гласные и негласные в том числе, которые исполняют все. Да, и когда мы были в Америке, просто мой внутренний немец плакал крокодилями слезами, когда они все вместе в один бак кидают, и вообще никто ничего не сортирует. Это просто было ужасно, когда к этому привыкаешь, уже смотришь с дикостью на этих диких людей, скажем так. И, конечно же, это в Германии не просто так, и можно получить, сначала предупреждение. В лучшем случае вас отправят на курсы, где будут рассказывать, научат вас сортировать. В худшем, конечно, весь ваш дом получит, скорее всего, штраф. Этот штраф будет разделен на всех жильцов. Поэтому не удивляйтесь, если ваши соседи также будут следить за тем, правильно ли вы сортируете мусор. Следующий пункт. Пунктуальность равно уважение. Это действительно так. Немцы очень пунктуальны. Конечно, бывают случаи, когда они могут опоздать на 5-10 минут, но чаще всего они, конечно же, об этом предупреждают. Если ты опоздаешь на полчаса или на 40 минут, особенно без предупреждения, с улыбкой тебя уже никто не встретит. И, в принципе, такое здесь
наверное, невозможно. Ну, я не совсем с этим соглашусь. Уже пунктуальность и немцы это, конечно, две разные вещи. Очень часто они опаздывают. Это прошлое поколение, да, было пунктуальным. Но и что в Германии также не приветствуется, это если вы придете раньше. Я как человек супер пунктуальный, к сожалению, прихожу, бывает, немножко раньше, там на 15, на 10 минут, но я так привык, и это, в принципе, норма. И да, не всегда они с улыбкой тоже встречают, если вы раньше приходите. Приходите просто вовремя, и тогда избежите различных проблем. Верно. Прийти на 15 или на 20 минут раньше, это тоже считается неуважением, потому что человек распределяет свое время, даже в гости, и он попросту может быть еще не готов. Поэтому вовремя в Германии считается это за 3 минуты, максимум за 5 минут. И даже когда назначают какие-нибудь собеседования, либо звонки по видеоинтервью, чаще всего в Zoom, например, да, вас впустят в комнату в Zoom именно ровно в эту минуту, когда начинается собеседование. Не за 5 минут, не за 15 минут, а ровно, пунктуально, вот минута в минуту. Поэтому слишком рано плохо и слишком поздно тоже плохо. Также следующий пункт. В Германии очень уважают личное время, как я уже сказала. И после 22:00 время тишины и покоя. Это правда. Если будет какой-то либо концерт возле вас или в городе, обычно он заканчивается в 11, да, по-моему, они выключают. В 22:00. 22:00, да, они выключают, и все после этого времени, потому что сразу будет звонить. Ну и на самом деле, когда вы, да, вам на следующий день, к примеру, на работу вставать, или детям в школу, либо в сад, и где-то громыхает музыка, ну, это не допускается, даже на выходных, тем более на выходных. Но, хочу сказать, сразу перебить тебя, извини. Я еще не начала говорить, еще не перебила. Что это не действует, например, есть также Ruhezeit, который действует с часу до 3, но если у вас будут, например, на этаж ниже строители, которые делают в квартире ремонт, для них это не касается, у них специальное предписание, они могут, это меня невероятно раздражало, когда у нас был маленький ребенок, который как раз в это время ложился спать, я даже ходил к ним и в полицию звонил, ну, все равно им, потому что да, у них есть особое разрешение, они могут в это время работать. Но они также не имеют права ночью работать, либо рано утром. Но они ровно в 7, и в чем был прикол, то, что они начинают вот с 7, как очень только можно с 7 начинать, вот они в теории могут с 7 начинать и делать, как нормальные люди, паузу. Но они так не делают, ни один строитель. Они начинают в 7, работают реально часов до 2, и все, потом у них рабочий день заканчивается. И это меня супер бесило, конечно, потому что они работают реально полдня и начинают очень рано, и просто потом там в 2 часа закончили. И в воскресенье, конечно же, тоже никто не имеет права шуметь. То есть никаких шумных газонокосилок, никаких криков, никаких громких каких-то пылесосить нельзя, мойки автомобильные, либо еще что-то подобного. Нет, в воскресенье должна быть тишина. Как вы уже могли заметить по предыдущим пунктам, немцы достаточно спокойные, и вот этого всплеска эмоций бурного вы у них не увидите, скорее всего. И даже на работе вы никогда не увидите, что шеф или начальник или подчиненные будут кричать, будут возмущаться, размахивать руками. Нет, в Германии это прежде всего признак непрофессионализма. Даже если вам не скажут это в лицо, вы будете кричать, размахивать руками, возмущаться, что не так. Они могут промолчать, но это сразу выдаст для них непрофессионала. Поэтому на работе всегда все конфликты решаются через коммуникацию, очень спокойно. Это правда, да. Я много раз встречался с этим, и тут даже добавить нечего. Следующий пункт. Не делайте подарки без причины. Немцы очень не любят обязательств. И чаще всего, если им преподнесешь какой-то подарок, они чувствуют, что они обязаны, значит, что-то в ответ. Особенно, если этот подарок какой-то без причины. Лучше, если это будет в качестве спасибо, например, какой-нибудь очень небольшой и недорогостоящий подарок. И лучше всего с какой-нибудь карточкой, открыточкой с пояснением, для чего этот подарок. Именно для этого тут часто в магазинах есть маленькие открытки, как «Спасибо» или «Выздоравливай», вот что-нибудь подобное. Никогда не стоит делать немцам дорогие подарки, потому что это может не очень правильно восприняться. Ну, дорогие не стоят, но немцы очень любят подарки. Да. И они, например, если
Здесь, в принципе, не принято дарить на Рождество подарки, на еще какие-либо праздники. Ну как это принято? Ты имеешь в виду незнакомым людям? В семье это принято, конечно. В семье принято, я имею в виду на работе. Да. И если вы, конечно, подарите, то да, к вам будет все равно особое отношение, потому что они на самом деле очень любят подарки. Ну, кто не любит подарки? Ну да. Все любят подарки. Мы также, например, на все большие праздники, как Рождество или Пасха, мы тоже поздравляем своих соседей. Конечно, не всех, потому что у нас их здесь очень много, но мы поздравляем тех, кто вот рядом с нами на лестничной клетке живет, либо у нас есть бабушка, которая под нами, на всякий случай, вдруг наш ребенок слишком громко плачет, чтобы какая-нибудь небольшая коробка конфет могла сгладить эти неудобства. Немцы очень уважают личные границы, и поэтому с малознакомыми людьми здесь не обсуждают возраст, религию, политику, а также зарплату. Здесь не принято спрашивать, а сколько ты зарабатываешь, а сколько ты в месяц откладываешь, например, а сколько стоил твой отпуск или тому подобные вопросы. Это чаще всего в Германии табу. Но что хорошо работает, конечно, погода. О погоде можно поговорить всегда. Если вы где-нибудь встречаетесь, как такой небольшой small talk в лифте, где-нибудь стоите просто, не знаю, на светофоре, например, всегда можно поговорить о погоде. Это всегда работает. Да, и в принципе не говорите никогда с немцами о Второй мировой войне. Для них это больная тема, и они стараются ее максимально избегать, и скорее всего, диалог не сложится. Дальше мы поговорим про чистоту. В Германии на улицах очень чисто. И даже на лестничных клетках, в подъездах всегда оговаривается, либо жильцы по очереди убирают эту территорию, либо нанимается специальная фирма, служба, которая будет регулярно подметать, мыть, например, лестничную клетку. Всегда будет чисто. Тротуары также всегда убираются. Мусор, в принципе, мусора нет. Конечно, после больших праздников есть, но также чаще всего он очень быстро убирается коммунальными службами. Немцы не мусорят. Да, ну, мусор здесь табу, как бы тут даже обсуждать нечего. Намусорил, забери с собой, неважно, где ты в парке, либо в лесу, либо на берегу озера или моря. Поэтому здесь с этим все четко. И тут, ну, как бы, если нет мусора, то ты стараешься тоже тогда не мусорить. Все очень просто. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это золотое правило. Дальше мы можем поговорить об уважении личных границ. Это тоже было уже понятно из выше приведенных пунктов, да? Но также немцы не любят стоять очень близко друг к другу. То есть расстояние в 1 метр для них вполне комфортное. И когда ты стоишь в очереди в супермаркете, не надо никому дышать в затылок. Это очень неприятно, и на тебя, скорее всего, посмотрят не очень одобрительно. Да, было хорошо в корону, конечно, когда все держали какое-либо расстояние, там, 2 метра. И часто мне, да, в супермаркете хочется сказать, отойди на 2 метра подальше, и чтобы я нормально мог дышать. И что мне в этом плане также нравится, что немцы не трогают чужих детей. Вот в отличие от южных стран, у них это тоже в менталитете просто все. Они очень любят детей, любят всех потрогать, поулыбаться всем. Немцы тоже очень приветливые. Они тоже разговаривают с своим ребенком, улыбаются, говорят какие-то комплименты, но они никогда без спроса не будут трогать твоего ребенка, никогда не будут трогать его щечки, ножки, ручки и тому подобное. Я знаю, что для многих мам это вот прям очень важный пункт. Они не любят, когда трогают их детей. Мне тоже это нравится, когда без спроса не трогают моего ребенка, потому что он еще не может сказать нет, ему может что-то не понравиться и так далее. Майкл Джексон даже когда-то под статью попал из-за этого. Да я же. Еще можно обратить внимание, что у немцев каждому празднику они создают свое настроение. Если это осень, то у них везде расставлены тыквы, они начинают варить тыквенный суп, у них там какие-то фонарики развешаны. Если это зима, то это обязательно время Адвента, да, у них тоже какие-то огонечки сразу висят на окнах, например, и они везде повсеместно пьют глинтвейн, да, везде дома, например, на ярмарках также. Когда приходит Пасха, сразу быстренько все преображается, везде эти веночки заменяются на яйца, на кроликов, и они уже пьют не глинтвейн, а яичный ликер.
И невозможно себе вообразить, чтобы на Пасху немец пил глинтвейн, например, в рождественское время, чтобы он пил яичный ликер. У них достаточно строго все разделено, и для каждого сезона у них есть свои радости, своя атмосфера, которой не придерживаются. Глювайн. Нет такого слова глинтвейн. На русском глинтвейн, глювайн, это на немецком. Да. Я ни разу не видел, чтобы кто-то пил яичный ликер, все обычно пьют пиво там. Но он есть, он продается везде, и, может быть, мы не праздновали Пасху именно с немцами, поэтому не пили яичный ликер тогда. Следующий пункт. Уважать правила, даже если рядом никого нет. Ты грешишь иногда, когда рядом никого нет, чтобы можно было нарушить правило какое-то. Ну да, например, там, если могу перейти там, на красный свет, например. Но когда с детьми обязательно надо показывать пример и не переходить дорогу на красный свет, даже если никого нет, ни машин, никого. Они должны стоять и совершенно четко понимать, что если горит красный, они не могут переходить дорогу. Потому что все может случиться, из-за поворота машины выехать, или быстрее будет машина ехать, или мопед, или мотоцикл. И они конкретно это должны понимать, и этого делать нельзя. И даже в городе у нас на некоторых светофорах висят таблички, что не переходите на красный свет, давайте правильный пример своим детям. Да, у нас рядом есть школа, и особенно во время каникул, мне кажется, они даже дополнительно устанавливают эти таблички возле светофора, где действительно написано: будьте примером для детей, не переходите на красный свет. Это очень классное напоминание для взрослых, которые иногда могут спешить и не смотреть на светофор. Такое случается, к сожалению. Следующий пункт. Поговорим снова про работу. Немцы очень четко разграничивают работу и личную жизнь. Согласен? Да, я вообще на работе очень четко разграничиваю. То есть, если, друзья, товарищи, но на работе должно все равно быть все четко. И это совсем другой мир, где не место, скажем так, дружбе и хорошим отношениям. Да, прежде всего должна быть работа, и уже на втором плане тогда какие-либо личные отношения. Да, то есть даже если на работе с коллегами у вас очень хорошие отношения, это не значит, что они вас сегодня в гости пригласят, да? Это значит, что у вас хорошие отношения с коллегой на работе, и все. Конечно же, они могут узнавать, как дела у ваших детей, не знают вашу семейную ситуацию какую-нибудь, но он тогда автоматически не становится вашим другом. Они все-таки очень разграничивают эти две сферы. И я считаю, это правильно. Еще один важный пункт, о котором тоже многие говорят – одежда. Одежда для немцев это просто функционально, да? Она несет определенную функцию. Немцы никогда не будут наряжаться в обычный день в супермаркет, на прогулку. Даже люди достаточно обеспеченные никогда не будут показывать это через какие-то лейблы яркие, да? Особенно, как я говорю, в обычный день. Это у них не принято. Не принято показывать или носить дорогие сумки, аксессуары, также в повседневности. Это просто обычная уместность. Для таких вещей есть определенные случаи, есть определенные поводы. И это мне тоже нравится. То есть ярко наряжаться, ярко краситься в повседневной жизни, в какое-нибудь там платье, каблуки, макияж. Никто так не будет делать. И всякие бренды, какой-нибудь там Dior, Chanel на футболках, на шортах, на кепках, где-нибудь на пляже вы тоже здесь не увидите, потому что они не любят вот это показушество. И чаще всего, если вы заметите человека, где нарочито ярко показаны какие-то бренды, лейблы, внешне он выглядит, часто это будет иностранец, это не будет немец. Ну и, скорее всего, да, это будет не оригинал, а какая-нибудь реплика. Ну это смотря что за иностранец, конечно. Ну да. Но вообще здесь, конечно, уместность по погоде, потому что на севере Германии там, в принципе, вы не можете никакие платья, каблуки одеть. Это не знаю, что должно произойти, чтобы там под какую погоду вы должны так одеться. И там очень сильно развито именно такое outdoor одежда, которая непромокаемая, непродуваемые куртки, специальные там кроссовки, ботинки, которые также не продуваются, не промокают. И в принципе это там необходимость. То есть если у вас куртка без капюшона в тех регионах, то скорее всего вы либо только приехали, либо тоже иностранец, потому что
Куртка, капюшон, там есть даже на пальто. И поэтому здесь, конечно, на юге, куда мы переехали, люди совсем по-другому одеваются. И здесь больше со Швейцарии. И вот швейцарцы, кстати, они уже совсем по-другому одеваются. Не любят наряжаться. Да, они любят наряжаться, но, кстати, в Швейцарии каждый какой там? 12-й миллионер? Каждый 9-й, по-моему. Каждый 9-й или что-то такое. Ну, в общем, каждый 9-й в Швейцарии миллионер. И если вы машина со Швейцарии, ну, во-первых, они очень сильно любят машины крутые. Обычно это крутые немецкие машины, никакие там другой страны. И у них, если вы видите какую-то брендовую одежду, то она на 99% будет оригинальная. И часто даже вот мы ходили в термы, бассейн у нас большой на берегу Боденского озера, чаще всего там отдыхают швейцарцы. И вот там заметно, даже в бассейне, они, например, в украшениях. Да, в золоте там, например, с часами там какими-то. А как те термы назывались, где майот был этот самый? Майот. Это Минотермы в Швейцарии, когда мы были. Да. То есть там стоит, знаете, такие автоматы, где обычно продают газировку какую-нибудь, да, кока-колу и так далее. А там стоял автомат с шампанским. Да, и причем с крутым шампанским. По поводу одежды, по поводу каблуков, что я бы хотела сказать. Во-первых, это уже прошла мода, что каждый день мы носим каблуки. Это просто неудобно, да? Мы говорим вообще в целом про Европу. Да. В Германии, да и в целом в Европе, как ты правильно заметил, в центре города очень много, где есть именно брусчатка. То есть там не плитка какая-нибудь или не асфальт, Не мрамор, чаще да. всего. Там именно брусчатка. И по брусчатке походить на каблуках, ну это такое себе удовольствие, конечно. Через ближайшие 2 метра каблук обязательно где-нибудь там застрянет вместе с вами. Че ты радостная такая, в лотерею выиграла? Нет. Радостно, что мы рассказали так много пунктов уже. На самом деле они все похожи, да, вот мне кажется, можно выделить основные черты даже немцев, которые отличают их. Прежде всего, они ценят личное пространство, это касается по телефону, громких разговоров каких-то. Они любят тишину, чистоту в первую очередь. Они не любят громко разговаривать. Поэтому, если вы хотите сойти за немца, не мусорьте. Разговаривайте тихо, не разговаривайте по телефону и держите расстояние от немцев. Желательно как минимум 1 метр. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем спасибо. Спасибо, всем пока. Пока.